В нашей работе мы ищем множество прогнозов, на основании которых можно принимать решения. Государство приняло решение, что необходимо иметь собственные прогнозы, поэтому сегодня на мероприятии мы презентовали методику прогнозирования спроса на нефтепродукты. Планируем ее в ближайшее время утвердить. Сегодня мы проходим общественное слушание. Видим, что эта методика вызывает большой интерес. Обсуждаем факторы, регионы, субъекты, периоды, на которые действительно отрасль нуждается. Мы понимаем, что сегодня очень много и быстро все изменяется в отрасли нефтепродуктов, поэтому те прогнозы, которые будут готовиться Минэнерго, федеральными органами власти, они должны иметь четкое обоснование. Поэтому те факторы, которые мы сегодня обсудим, те предложения, они обязательно найдут свое отражение при подготовке дальнейших прогнозов, и мы полагаем, что будет более четкое и понимание отрасли, ее развития, что позволит нам и формировать наши планы, формировать планы по дальнейшей деятельности, по обеспечению регионов нефтепродуктами. Хотелось бы отметить, что в нашей методике мы решили отразить региональный срез, уйти на субъекты, на отдельные субъекты. Полагаем, что топливообеспечение в разных регионах страны оно отличается, поэтому постараемся в прогнозах это отразить. Хотелось бы отметить, что сегодня какого-то революционного решения нет. Речь идет о систематизации данных, о систематизации информации. Во многих при подготовке методики мы столкнулись с тем, что многие данные, казалось бы, нам вполне общеизвестные, они не формируются каким-то одним органом. Каждый орган собирает свою информацию, но единого центра и объединения сегодня, наверное, недостаточно. Поэтому подготовка данной методики, она позволит аккумулировать данные, которые есть и федеральных органов власти, и мы в данном случае будем привлекать и коммерческие структуры, аналитические структуры, которые уже имеют, собственно, накопленные знания, данные для того, чтобы их генерировать и в дальнейшем представлять прогноз. Единый прогноз, который позволит принимать управленческие решения на уровне государственных органов власти. Ну, собственно, само решение обсуждать проект документа, который разработан федеральным органом власти, наверное, некоторые уже новый шаг на пути общественной такой открытости. То есть мы заинтересованы в мнении, в опыте и знаниях, которые сегодня есть у отрасли, поэтому сам этот диалог на этой площадке, либо на какой-то другой, он, собственно, и позволяет нам получить и подготовить более достоверную информацию, документ, которым мы сможем дальше работать, и действительно он будет и отражать интересы отрасли, и тех, кто с этим документом будет работать. То есть это именно показывает тонкость настройки нашего прогноза. Хотелось бы отметить, что данная методика, она формирует прогнозированный спрос на нефтепродукты. То есть мы говорим об объемных показателях. Мы будем отражать, где, в каком регионе, в каком объеме может понадобиться нефтепродукты, соответствующие требованиям технического регламента. То есть те продукции, которые можно будет купить. Но мы не говорим о ценах, каким образом они будут развиваться. Это является одним из факторов, который, собственно, будет влиять на формирование рынка. Собственно, мы это тоже сегодня обсуждали. Я вижу, собственно, большое беспокойство по этому фактору. Обязательно мы его в нашей методике отразим, и он уже отражен, поэтому полагаем, что цены на нефтепродукты, естественно, будут одним из важных моментов с точки зрения прогнозирования. Политика на сегодня очень тонко связана, является отражением экономики, поэтому некоторые факторы, например, принятие на международном уровне каких-то документов, технических требований, регламентов, которые в той или иной степени будут ограничивать оборот некоторых видов нефтепродуктов, например, решение о внедрении новых правил Марко Поло, повышающих требования к бункеровочному мазуту, то есть топливу. Оно, собственно, и является демонстрацией того, что мы учитываем именно те факторы. Естественно, мы должны перенастраивать, обращать внимание наших потребителей на то, что эта конъюнктура, эта ситуация международная, она будет влиять, и ее надо иметь в виду. Собственно, для этого мы эту методику подготовили.